Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Юрий Пузыревский, и мы в прямом эфире. Давайте проверим, что у нас со звуком. Со звуком все хорошо. Сейчас посмотрим, что с видео. Думаю, что с видео тоже у нас все в порядке. Так, кто у нас присутствует на прямом эфире, напишите, пожалуйста, как у вас со звуком, как с видео. Добрый вечер, дорогие друзья, наш традиционный прямой эфир по средам. О чем сегодня поговорим? Сегодня поговорим о высоких чувствах, да, поговорим о любви, но не с философской позиции, а с позиции нейролингвистического программирования. Давайте попробуем разобраться. Почему решил такой прямой эфир провести? Потому что был очень интересный комментарий недавно. Совсем недавно, сейчас я его зачитаю. Некая девушка Людмила написала: Юра, научите, пожалуйста, как перестать заслуживать любовь. Интересный такой комментарий. Как перестать заслуживать любовь? На самом деле печальная история. Вот почему. Потому что человек почему-то считает, что любовь нужно заслуживать, да, на уровне убеждения. Существует такая связка, что любовь нужно заслуживать. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, как меня видно и как меня слышно. Это очень важно сейчас. Напишите в чате, как меня видно и как меня слышно. И будем начинать наш традиционный уже по средам прямой эфир. Напишите в чате, как меня видно, как меня слышно. И сегодня пообщаемся на тему НЛП вообще в принципе в отношениях, НЛП в коммуникации, в романтической коммуникации можно так назвать. Сейчас я дождусь ваших комментариев. Сейчас у нас прямой эфир подтянется. Добрый вечер. Слышно вас хорошо. Я вижу, в ТикТоке у нас есть зрители. Друзья, кто смотрит в ТикТоке, переходите в YouTube. Ссылка на мой YouTube канал в шапке моего профиля. И здесь полноценная трансляция с хорошим звуком, с хорошей картинкой, с хорошими... Короче, все хорошее в YouTube. Конечно, на вопросы будем отвечать. Будем отвечать на вопросы. Напишите их в YouTube. И тогда будете получать и ответы, и не только. Хорошо, я смотрю, прямой эфир начинает у нас оживляться. Поддержите нашу трансляцию лайком. Поддержите нашу трансляцию лайком. Напишите, что вы с нами. Напишите, из какого вы города. Напишите, как давно вы смотрите мой YouTube. Сегодня пообщаемся на тему нейролингвистическое программирование в взаимоотношениях. Интересная тема. Есть кое-какие наработки, есть кое-какие соображения в этом плане. Друзья, те, кто нас смотрит, подайте, пожалуйста, сигнал, что вы с нами.
О, Роман очень давно смотрит. Роман, скажи, пожалуйста, посмотрел ли ты эфир, где я делал самопрезентацию, где я рассказывал о себе, где рассказывал о своем детстве, где родился, где вырос, чем занимаюсь, какие у меня цели, какие у меня планы. Роман, рад тебя видеть. Роман нас смотрит очень давно. Но я почему-то вот удивляюсь, почему Роман не заводит свой YouTube канал, или может я чего-то не знаю, и не ведет свои прямые эфиры, не записывает видео. Мне кажется, Роману есть чем поделиться с народом. Там Роман, у нас в YouTube получился лаг со звуком, но в Яндекс.Эфир я перелил запись с хорошим звуком. Как раз в той части, Роман, где твое особое внимание, то, о чем ты спрашивал, и прервалось почему-то. Ну, не почему-то, всем понятно почему. Вот. Это я налажал. Да? Иногда важно признавать свои ошибки. Хорошо, Роман ответил, что да. Все, Роман, мое сердце спокойно за тебя. Те вопросы, которые ты мне задал, я на них ответил. Так, ребят, кто в ТикТоке, переходите в YouTube, ссылка активная в моем профиле, где писать в YouTube. Для того, чтобы вы в YouTube могли писать, друзья, вам нужно в YouTube зарегистрироваться, скачать приложение, либо авторизоваться. Поэтому, когда вы авторизуетесь, вы сможете писать в YouTube комментарии. Будет для вас доступен чат. А если вы не авторизованы, то в YouTube вы писать не сможете. К сожалению, так. Роман, давай, пока наш прямой эфир разгоняется, может, есть какие-то еще вопросы. И я знаю, что сегодня мы получим хороший прямой эфир, потому что с нами Роман. А если с нами Роман, значит будет весело. Хорошо, хорошо. Ждем, пока YouTube оповестит всех желающих. Есть вопрос провокативный. Давай, спровоцируй меня, Роман. Задай провокативный вопрос. Посмотрим, насколько он провокативный и что я на него отвечу. Ты же знаешь, что я в любом случае могу сохранить за собой право не отвечать на твой вопрос. Итак, сейчас Роман будет устраивать что-то интересное. Сейчас будет шоу с Романом. Сейчас Роман что-то интересное напишет. Хорошо. Видите, хотел сегодня... Так. Здравствуйте. Почему-то у меня некоторые... Агаяс Мухбеджанова. Мне нужна ваша помощь. Ну, чем я могу вам помочь в этом прямом эфире? Давайте посмотрим. Возможно, у вас есть какой-то вопрос, не совсем интимный, и я смогу на него ответить в прямом эфире. А если в прямом эфире не смогу, то можете написать мне в личку в любой социальной сети, в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Даже в Одноклассниках можете написать, но я туда захожу раз в месяц, честно. Это, наверное, такая соцсеть, просто создана для галочки. Поэтому Агаяс можете написать здесь. Пока мы ждем ваш вопрос и ждем вопрос провокативный от Романа, можете писать. А я пока почитаю, что у нас тут в ТикТоке.
Что за тема? Тема у нас просто прямой эфир. Так, вы мне, Юрий, писали в Инстаграме про свой проект, где вы хотите снять сюжет о целеустремленности. Пообещали, что я поучаствую в нем, но потом бац и исчезли. Вопрос, а что же такое? Не любите словцо держать? Роман, вы истинный провокатор. Ну смотрите, Роман, что я вам написал? Если вы посмотрите, я вам написал, есть вот такая идея. Вам это интересно или не интересно? Я не обозначал никаких сроков, я не обозначал ничего конкретного. У меня, знаете, Роман, тоже есть дела, у меня тоже есть проекты. И я с вами поделился своей идеей. Вы сказали, что вам это интересно. Я пропал. Да, я пропал. Я этого не отрицаю. Но одновременно с тем, как пропал я, пропали и вы. Просто мои рассуждения на этот счет, я могу сказать, эта тема была на уровне идей. А вы, как целеустремленный человек, вместо того, чтобы приходить на прямые эфиры и пытаться выставить меня неизвестно кем, могли бы написать, поинтересоваться. Знаете, я так тоже думал об этом. Кроме того, что у меня там есть YouTube, на который нужно тратить много времени. Я провожу в онлайне тренинги, провожу консультации. У меня еще есть семья, жена. Неужели вы думаете, Роман, что моя идея, которую я с вами обсудил, должна быть важнее, и ваша популярность, я вот так скажу, Роман, должна быть для меня важнее, чем все мои остальные дела? Я скажу так. Я не пропал, я здесь, вокруг и около, я все знаю и вижу. Смотрите, Роман, это очень здорово, что вы пишете. Иногда, я скажу так, иногда то, что происходит в YouTube и то, что происходит там в Инстаграме, на мой взгляд, это, может быть, еще ТикТок, это все, что вы можете видеть, знать и слышать обо мне. Это только, знаете, такая обертка, да, там обратная сторона медали, вершина айсберга. А то, что происходит внутри, то, что происходит за стенами, скажем так, происходит очень много движений. И здесь такая ситуация, что я от своих слов не отказываюсь, возможно, мы и снимем проект. Сейчас пока на это нет времени. Такой проект, чтобы сделать, нужно потратить, кроме того, что непосредственно время на съемку видео, нужно потратить время на саму идею, на сценарий, на концепцию. И сейчас у меня просто на это не хватает времени. Бац, и пропали. Насколько я помню, наше последнее сообщение было от вас: я согласен. Я ваше согласие получил. И я о нем помню, поверьте мне. Но вот вы почему-то, Роман, знаете, сейчас скажу, вместо того, чтобы, если вам это очень интересно, вот я, допустим, сам бы стал участником какого-нибудь реалити-шоу, если бы кто-то захотел там с моей помощью, с моим участием меня попиарить, я бы звонил этому человеку каждый день и спрашивал бы его, когда мы уже сделаем что-нибудь. Но вы почему-то выбрали другую стратегию. Вместо того, чтобы держать как-то связь, вы стали заходить на прямые эфиры и рассказывать, что Юрий Пузыревский обманщик. Но это было забавно. Есть где-то этот прямой эфир. Сказали, что я пообещал про вас фильм снять, а оказался пустозвоном, пустословом. Не знаю, Роман, спровоцировали вы меня сейчас или не спровоцировали. Сейчас вы сами как-то оцените. Сейчас расклад такой. Нехватка времени. А тот человек, который действительно заинтересован, причем у меня даже есть по вашему запросу несколько таких дельных соображений. Вот. Поэтому спасибо, Роман, что вы не пропали.
спасибо, что вы вокруг и около, и все знаю и вижу. Ну, опять же, повторюсь, поэтому по поводу этой фразы, вы не можете все знать и не можете все видеть. Вы можете смотреть новости, что происходит в Беларуси сейчас. Можете наблюдать за моим инстаграмом, куда я раз в полгода выкладываю какую-нибудь фоточку. Ну и за ютубом, где я записываю видео, но в этих видео ничего нет о моей личной жизни и о том, чем занято мое время. Роман, респект. Если всегда рад, я думаю, что так или иначе мы этот проект запустим. Ну, может быть, не сию секунду. Может быть, не сию секунду. Поэтому я надеюсь, что я полно и развернуто ответил на твой вопрос. А там Агаяс о проблемах рассказывает. Похоже, у нее беда. Сейчас я зачитаю. Роман, спасибо. Дай какую-то обратную связь. Удовлетворил ли тебя мой ответ, чтобы я понимал, что между нами с тобой нету напряжения? Ты даже, по-моему, от моего инстаграма отписался на эмоциях. Но это бывает. Так, мы с мужем не живем. 3 месяца он удалил фотки совместно. Это манипуляция? Я не знаю, манипуляция это или не манипуляция. Есть люди, которые очень импульсивные, и когда им что-то не нравится, они начинают удалять друзей сразу. Вот прям удалять людей из своего общества, из своего мира полностью. Знаете, я общался с одной девушкой, у нее был такой паттерн поведения интересный. Она умела заводить отношения, но не умела их, скажем так, развивать до какого-то более осознанного уровня. Она легко знакомилась, она легко могла начать жить с кем-то. А потом ей могло точно так же легко что-то не понравиться, и она делала вот такую интересную вещь. Она сразу удаляла фотографии, она выставляла вещи, она отдавала все подарки. Ну, вот такой вот паттерн поведения. Человек так себя ведет. Это может быть манипуляция это или не манипуляция. Ну, возможно, он этим что-то хочет сказать. А мы с мужем не живем 3 месяца. Он удалил все совместные фотки. Я же не знаю, по какой причине вы 3 месяца не живете. И я тоже какое-то время не жил со своей женой. Фотки не удалял. Я был в Москве, а она в Беларуси, в Минске. Что здесь такого? Так, эта тема сейчас очень актуальна. Развод, проблема в отношениях. Это все про психологические стрессы. Ну, скорее всего. Ну, смотрите, в разводе обычно виноваты оба, да? Друзья, кстати, кто у нас сейчас находится на прямом эфире, поставьте, пожалуйста, лайк этому прямому эфиру. Я хочу, чтобы нас видело чем больше. Вы же знаете, что чем больше лайков, тем лучше продвигаются видео. Поэтому спасибо за то, что вы пишете, но еще поддержите лайком. Тогда это будет способствовать продвижению. Для вас это ничего не стоит нажать на кнопочку, а для меня приятно. Хорошо. Сейчас я зачитаю дальше, что нам Агаяс пишет. Он ведет себя непонятно, говорит, не хочет жить со мной. Если не хочет жить, то почему не подает на развод? Он не хочет подавать на развод. Уже прошло 3 месяца, мне до сих пор больно. Он никак не решается, а я хочу, чтобы он сделал выбор. А то он ходит непонятно, либо на развод, либо помириться. Почему он нерешительный в этих ситуациях? Ну вот смотрите, Агаяс. Вы очень хорошо все описали, и вы на самом деле сами ответили на свой вопрос. Если мужчина, да даже не мужчина, если человек уже принял решение от вас уйти, но почему-то не подает на развод, скорее всего, он сам еще не уверен в том, что он хочет с вами развестись. Это с одной стороны. А с другой стороны, я просто сейчас как психолог рассуждаю и как мужчина. А с другой стороны, мужчине на самом деле, наверное, разводиться несколько проще, потому что если у вас есть совместные дети, то мужчине что? Собрал чемодан, ушел и все, и ты, условно говоря, свободен. Причем ты можешь дальше заниматься чем угодно, ходить на работу, даже строить какие-то отношения и
достаточно большое количество женщин прекрасно вступают в отношения с мужчинами, которые не разведены, но уже давно не живут со своими женами. Ну, вот такая вот есть практика. Делюсь просто опытом из консультирования, что таких случаев вполне достаточно. То есть просто имейте в виду, вам хочется, у вас есть надежда. У вас есть надежда, что он не... Вы понимаете, что сейчас вы цепляетесь за надежду, и он вроде как не дает вам, не подает заявление о разводе, а вы это воспринимаете как надежду. Возможно, ему не важно, есть у него этот штамп о разводе в паспорте или нету. Но вы это воспринимаете как надежду и тем самым истязаете себя. Я считаю, что это не очень хорошая тенденция. И вам, Агаяз, вам стоит сейчас подумать о себе, а не о нем. Потому что вы сейчас вот чем занимаетесь. Вы пытаетесь проникнуть к человеку в голову. А вы это, к сожалению, никогда не сможете сделать. Потому что человек настолько одновременно и совершенное, и несовершенное существо, что люди зачастую даже сами себя не понимают. А как же вы пытаетесь понять его, но одновременно вы не пытаетесь понять себя? Вот на вашем месте я бы вам порекомендовал просто подумать в эту сторону о себе и подумать вот в каком ракурсе. А вообще я хочу с этим мужчиной быть или не хочу? Мне это надо или не надо? И уже исходя из своей внутренней какой-то определенности, а не из надежды. Потому что когда вы находитесь в надежде, это тоже своеобразное, вы находитесь в постоянном стрессе и напряжении. Потому что, то есть вы находитесь в постоянной такой растерянности, потому что вам дают несколько разных стимулов, которые расфокусируют ваше внимание, и вы не знаете, как на что реагировать. Так вот, вам стоит подумать о том, чего хотите вы. А уже потом, когда вы определите, чего хотите вы, вам стоит уже строить свою стратегию поведения. Всегда рад. Так, Роман. Ответ на 10 из 10. Я вас слушаю внимательно, Роман. Я тоже не живу со своей женой, потому что у меня ее нет. Отлично. У меня есть. Дети есть 2. Да, в точь. Агаяз, надеюсь, что я смог ответить на ваш вопрос. Поэтому задумайтесь об этом. Кстати, друзья, как сейчас со звуком? Нету никакого эха, потому что в прошлый раз у нас было эхо. И были проблемы из-за этого с трансляцией. Вот. Агаяз, напишите, по-моему. Так, хорошо. Смотрите, Агаяз, вы просто будьте... в таком случае я всегда рекомендую поработать с каким-нибудь хорошим психологом. Или с коучем. Скорее лучше, в этом случае лучше с психологом. Потому что психолог все-таки имеет профильное образование, знает и психологию семейную, и психологию развития, чтобы вам было комфортнее эту всю ситуацию переживать. Потому что, это неприятные вещи, о которых вы сейчас говорите, с которыми нужно работать. И работать с психологом — это не значит, что вы сошли с ума. Это значит, что вы немножко заплутались, а психолог как раз таки помогает распутаться. Друзья, кто нас смотрит в ТикТоке, переходите в YouTube, Юрий Пузыревский вводите, или в шапке моего профиля найдите активную ссылку, и здесь у нас идет в YouTube активный прямой эфир. Так. Так, пока вопросов нету. Хочу немножко порассуждать вот на тему сегодняшнего комментария. Тут Людмила написала: Юрий, научите, пожалуйста, как перестать любовь заслуживать. Вот. Вообще, почему я решил этот прямой эфир сегодня провести.
по поводу заслуживать любовь. Вот смотрите, здесь такая вот история интересная в том, что вот эта Людмила, девушка, пишет, что ей хочется разучиться заслуживать любовь. А тут еще большой вопрос, что такое любовь? Вот напишите сейчас в чат, что такое любовь для вас, да? Потому что каждый человек под словом любовь понимает абсолютно разные понятия. И хочется начать с того, что любовь это, очень часто, да, если говорить про метамодели языка, это как номинализация используется, то есть мы придаем слову любовь некое, то есть мы его приравниваем к имени существительному, и это не так, да, то есть любовь это вообще в принципе процесс, и каждый человек должен для себя понимать, что для него значит этот процесс. Иными словами, как ты понимаешь, что тот или иной человек к тебе проявляет вот это чувство, да? Как ты понимаешь, что этот человек к тебе проявляет любовь. Вот, потому что для всех это очень-очень-очень разные вещи. Для кого-то это подарки, для кого-то это внимание, для кого-то это еще что-то. Есть такой известный психолог Гэри Чапман, или Чепман, или Чапман, по-разному его фамилию воспроизводят. У него есть хорошая книга «5 языков любви». Эту книгу читать не обязательно. Возьмите вот любую статью, которую вы найдете в интернете на эту тему, и просто прочитайте. То есть он выявил, что в принципе люди в большинстве своем воспринимают любовь каким-то определенным образом. Первый язык любви это слова, то есть человек понимает, что его любят. Так, любовь это когда все ваши органы чувств, когда вы им не даете как бы скучать. Видите, для Романа любовь это. Вот, так вот Гэри Чапман, он вывел 5 языков. Первый язык это слова. Когда вам говорят слова поддержки, слова восхищения, тогда этот человек понимает, вот человеку, которому говорят слова поддержки, восхищения, он понимает, что его любят. Второй язык любви это время. Этот человек понимает, что его любят, когда с ним проводят много времени. Третий язык любви это язык подарков. То есть человек начинает понимать и осознавать, что его кто-то любит, что если ему дарят подарки. Причем подарки не обязательно дорогие, а просто какие-то подарки, сюрпризы и так далее и тому подобное. Четвертый язык любви это помощь. Человек начинает ощущать, что его любят, если ему помогают. Причем помощь может быть разная, от каких-то глобальных вещей до минимальных. Банально двери открывают, не знаю, помогают в работе, помогают в учебе и так далее, и так далее. И пятый язык это язык прикосновений. Соответственно, человек понимает, что его любят, если его трогают, обнимают, гладят и так далее и тому подобное. И вот эта концепция, она достаточно жизнеспособная, вот по моему особому субъективному мнению. Эта концепция, она жизнеспособна, и многие люди, если исходить из концепции Чепмана, то у каждого из нас есть один преобладающий язык любви. Допустим, если у меня язык любви, язык подарков, то вы мне сколько не говорите приятных слов, сколько вы меня не трогаете, не обнимаете, не гладите, то я не пойму, что вы меня любите, если вы мне не начнете дарить подарки какие-нибудь, подарки, сюрпризы устраивать. А у кого-то может язык времени быть. И вы ему сколько не дарите подарков, он будет считать, что вы его не любите, если вы с ним время не будете проводить. И здесь стоит, во-первых, понять для себя, какой у вас язык любви. А во-вторых, понять, какой язык любви у вашей второй половинки. И вот девушка, которая задавала вопрос, как перестать заслуживать любовь, вот я ей порекомендую все-таки разобраться, какой у нее язык любви и почему она заслуживает эту любовь. Она написала, как разучиться, но я там в комментарии ответил, что это
приблизительно то же самое, если бы я вот умею играть на гитаре и пришел бы кого-нибудь просить разучиться играть на гитаре, да. Здесь стоит задуматься, вот каким образом я бы строил вообще стратегию свою, да. Если я уже умею заслуживать любовь, то каким образом я могу получать любовь еще по-другому, не заслуживая ее, то есть именно под другим способом. Здесь стоит подумать на эту тему. Так, Роман что-то интересное написал. Кажуть сонці мільйони, а воно одне. Кажуть, кохання вічне, а воно мене. Такая поговорка есть, да, Роман? Отлично. Отлично. Хорошо. Могу поделиться, как НЛП влияет на отношения, если два человека, в принципе, это НЛП используют. И могу рассказать про свою семейную жизнь. Вот для меня, допустим, язык любви скорее все-таки помощь и, может быть, прикосновение где-то чуть-чуть совсем. Вот. Но сейчас моя жена, она находится в другой комнате, она уже отдыхает, а я веду прямой эфир. И для меня сейчас полное ощущение любви, потому что она не ходит, не мешает мне вести прямой эфир. Это у меня так, да? Потому что она понимает мои ценности. Если говорить про НЛП в отношениях, то как это помогает? Ну, во-первых, это помогает, подстраиваться друг под друга, быть в постоянном рапорте, да, делать больше доверия между двумя партнерами. Что еще помогает? Когда ты понимаешь ценности другого человека, и другой человек понимает твои ценности, вы начинаете понимает и уважает. Уважает еще и принимает. Может быть, моя супруга где-то не согласна с моими ценностями. Может быть, ей сейчас больше хотелось бы, чтобы я с ней рядышком лежал, а я вот тут прямой эфир провожу на ютубе. Да? А для меня ценность вот посидеть с вами, пообщаться. Она ее, кроме того, что уважает, она еще ее принимает. Она понимает, что это мне сейчас важно. Поэтому она сейчас не ходит тут за спиной у меня и не мешает мне вести прямой эфир. Вот такая вот история, чем помогает. Ну, про якоря, наверное, уже много сказано и на моем канале, и вообще, в принципе, на всем интернет-пространстве. Если ты можешь ставить позитивные якоря своему партнеру, то ты можешь, ну, по большому счету, позитивно влиять на поведение своего партнера. Мне иногда жена даже говорит: ну-ка, давай-ка, включи мне там какой-нибудь якорь, чтобы мне стало весело и классно. Юрий, как запрограммировать в пятницу преподавателя, чтобы сдать семинар на отлично, срочно надо? Роман, могу поделиться своим опытом студенчества. Могу поделиться, есть НЛП фишки. Роман, есть НЛП фишки, но они, наверное, до пятницы не успеешь внедрить. Вот смотри, я первый раз, когда получал высшее образование, я тогда еще не занимался ни НЛП, ни психологией, ничем таким. Я точно так же в надежде, что что-то произойдет, надеялся и был, ну, скорее в каких-то мольбах, в надеждах, что мне что-то поможет. Ну и, конечно же, учил предметы, когда получал первое техническое образование. А потом, когда я уже начал заниматься консультированием, начал проводить семинары, тренинги, НЛП стал активно изучать, я получал второе образование, психологическое. И там для меня уже не было проблемы сдавать экзамен. Сейчас поясню почему. Потому что я старался с каждым преподавателем подружиться. Ну, это громко сказано, не то чтобы прям подружиться, там, вместе сидеть, там, чай пить, а
завести с ним какую-то беседу. Причем пояснить и прояснить, что ему действительно ценно, что ему действительно важно. Ну, простая NLP-фишка, каждому преподавателю важен его предмет. Да? И если ты о его предмете знаешь что-то большее, чем знает, скажем так, чем что написано в программе, ну, это сейчас легко информацию получить, да, в Google заходишь и начинаешь человеку задавать вопросы. Нет, второе в смысле не магистратуру, Роман, а второе в смысле просто второе высшее образование. Просто другой профиль. Вот. И это мне очень сильно помогало. То есть я с каждым преподавателем общался, кроме того, что на тему его предмета, но я старался найти. Ну, на это на самом деле уходит совсем немного времени. Буквально там 10 минут погуглить и найти что-нибудь интересное по поводу его предмета. Причем, знаешь, как это происходило? Это не то, что я там досконально что-то изучал, а я просто там залезу, допустим, там какой у нас был предмет из сложных для меня, там какая-нибудь математическая статистика. Я залажу в интернет, что-то нахожу, и я не то что изучаю, а я с этим вопросом подхожу к преподавателю, понимаешь? Я нашел какую-то информацию, услышал звон, но не знаю, где он, так любят еще говорить, а потом просто подхожу к преподавателю и начинаю у него активно с горящими глазами этим вопросом интересоваться. А когда задаешь человеку вопрос с интересом, а он вроде как и хотел бы тебе ответить, но в вашей программе учебной этого вопроса нету, ты думаешь, говоришь еще, делаешь сожаление, жалко, так хотелось бы об этом узнать там побольше и так далее и тому подобное. А преподаватель, как правило, не обладает большим количеством времени. Когда ты его начинаешь задавать вопросами по теме, а тема, которая ему интересна, это очень сильно располагает. Причем я тебе могу так сказать, я больше знаний не получил, но вот этот активный интерес, когда ты человеку задаешь вопросы о том, что ему интересно, на чем он уже, как говорится, собаку скушал, это очень сильно располагает и это очень сильно подкупает. Я тебе могу сказать, что когда я сдавал экзамены, ну уже когда второе получал образование, я не знал досконально предмет, я не готовился к билетам, но вот этот вот рапорт, вот это вот доверие, я такую тему проделывал с каждым преподавателем. И я тебе могу сказать, что даже после того, как мы закончили, я закончил, то я сейчас активно продолжаю общаться с многими из тех, кто меня обучал и преподавал. И это тоже такой, знаешь, такой хороший социальный бонус. То есть вот это вот, то, что я сейчас рассказываю, это не на быструю руку, что, как человеку там загипнотизировать, там еще что-то. Ну, потому что ты же пойми, что еще, вот сейчас я еще тебе поясню, когда ты с преподавателем общаешься как студент, имей в виду, что ты с ним, он все равно является родительской фигурой, а ты детской фигурой. Так вот, твоя задача встать в позицию взрослой. И чтобы вы пообщались на уровне взрослый-взрослый. Ну, то есть, вот по большому счету, то, что я сейчас рассказал, то, что я устанавливал доверительные отношения таким образом, это мы поднимались на один уровень и общались как два взрослых человека. Когда два взрослых человека общаются, там уже вопрос, то есть обычно родитель, он ребенка воспитывает, да, то есть преподаватель учит, а ты как ребенок, условно говоря, учишься, если делаешь что-то неправильно, там не выучил все билеты, то тебе приходится быть с чувством вины, там, то есть он тебя учит, да, обычно родитель учит. Но когда ты поднимаешься на уровень взрослый-взрослый, тогда получается совершенно другая коммуникация, и вот эта вот игра родитель-взрослый, она уже отходит на второй план и, скажем так, становится более формальной. Вот если в плане обучения, я бы тебе рекомендовал все-таки выстраивать вот эти длительные отношения с преподавателями, потому что они так или иначе, они общаются, даже если какой-то предмет у тебя закончился, а ты будешь учиться дальше в этом университете, когда группа переходит, условно говоря, от одного преподавателя к другому, то они все равно между собой общаются, и они
друг другу рассказывают о нескольких вещах. Они говорят о том, какая группа в целом. Они это обязательно обсуждают. Хорошая группа, плохая, агрессивная, спокойная. И они еще, как правило, обсуждают две вещи. Кто там в этой группе самый отъявленный псих, да, там, ну, условно говоря, тот, кто мешает вести занятия, и кто в этой группе прям классный. Я тебе могу так сказать, вот ты задал вопрос про магистратуру. Многие преподаватели бегали за мной, когда я заканчивал, и говорили, ну ты же давай в магистратуру и обязательно ко мне. Вот у меня 4 таких преподавателя были, которые просили меня, ты давай в магистратуру и обязательно ко мне. Я тебе помогу там и статьи написать научные там и все такое. Вот, поэтому здесь такая история, что по-быстрому, скорее всего, не получится. Нужно делать это в долгую, выстраивать отношения. Даже если у тебя преподаватель ведет предмет достаточно короткий срок. Сдать семинар на отлично. Ну, тут еще важно понимать, какой преподаватель, да, то есть что он приемлет, что он не приемлет. Вот, допустим, даже 2 предмета, я тебе могу сказать, я сдавал педагогику и сдавал когнитивную психологию. Так вот, один преподаватель по педагогике, он был такой, женщина там была, она из старой касты, такой совок, знаешь, прям совок. Все должно быть четко, так как она сказала. И это не стоит игнорировать. Стоит просто внимательно послушать от человека, что он от тебя просит. Она говорит, что должна быть там презентация, должна быть там в таких-то объемах там описание и так далее. И очень важно даже просто выдержать правила так, как она хотела. Вот так, как она хотела. И я ей сдавал вот так, как она хотела. Хотя у меня на этот счет было много идей. А вот по когнитивной психологии у меня был профессор. Он как раз таки за креативность, за то, чтобы люди пробовали делать какие-то новые вещи, чтобы люди были более открыты и не боялись экспериментировать. Вот на его предмете, когда я защищал, я как раз таки креативил, я там и презентацию сделал там с какими-то картинками смешными и какие-то вещи вытворял, ну, скажем так, выходящие за рамки, да, и это тоже сработало. Поэтому важно знать и понимать, кто перед тобой сидит. Внимательно надо изучать людей, если ты от них хочешь чего-то добиться. Я бы вот так сказал. Роман, помог? Напиши, если ты еще с нами. Помог, не помог. Такой у нас интересный сегодня. Хаотичный прямой эфир. НЛП фишки. Можешь загипнотизировать его. Но опять же, вопрос. Тройная спираль Милтона Эриксона. Знаешь, что это такое? Когда рассказываешь сначала одну историю, потом прерываешься, начинаешь рассказывать вторую историю, потом рассказываешь третью историю. Она является непосредственным внушением. А потом начинаешь закрывать вторую историю. Помог. Отлично. Роман. Значит, ты провел время с пользой. Это очень важно. Когда я уже увижу, Роман, твой блог, у тебя же талант делать видео. По-моему, в Инстаграме я у тебя видел достаточно хорошее видео. Хотя, наверное, ну, что-то я там у тебя видел такое интересное. Но, имея свой опыт съемки видео, могу сказать, что там твой минутный ролик отнимает куда больше времени, чем мои 15-20 минутные. И по сюжету, и по монтажу, там, и по озвучке. Это все так серьезно. Но я думаю, что мы еще скоро увидим тебя на просторах интернета как минимум. Вот. Про тройную спираль Милтона Эриксона знаешь? Но опять же, тут нужно тоже понимать, насколько человек готов. Вот если сам человек рассказывает много историй, приводит много примеров, то, скорее всего, он мыслит аналогиями, метафорами. Это очень круто, и для него прям тройная спираль Милтона Эриксона будет очень хороша.
Если человек как раз таки думает более техничным языком, конечно, лучше подобрать другой какой-нибудь способ, потому что тройная спираль Милтона Эриксона, скорее всего, мне не понравится. Ну и тут же надо тоже понимать, какие у вас там строки, сколько у тебя есть времени и так далее. Вот. Хотел сегодня про любовь, про отношения, а сегодня рассказываю про студенчество. Как студентам сдавать экзамены. Вот. Внушения очень хорошо работают. Очень хорошо внушения работают, но за неделю не научишься. Вот, скажу так, за неделю, наверное, не научишься в разговорной форме делать хорошие, качественные косвенные внушения. Но, как говорится, Вселенная полна ресурсов, и, возможно, что-то получится. Попробую поднять ему настроение каким-то образом. Хорошо, друзья, смотри, что-то у нас совсем вопросов нету. Наверное, все острые вопросы уже обсудили, и я на них ответил. Еще раз попрошу вас поддержать нашу трансляцию лайком. Что у нас тут еще интересного есть из комментариев или есть какие-то вопросики у вас? Так. Роман, вот, тебе что хотел сказать. Матом перестань ругаться. Ты парень молодой, такой горячий. Очень помогает располагать к себе людей. Ты когда без матов пишешь комментарии, прям как два разных человека. Ну серьезно. Мне в свое время тоже так говорили. Я тоже раньше мог по молодости матернуться на большую аудиторию, но это не играло мне в плюс. Хорошо, давайте еще пару минуток пообщаемся. Если вы с нами, то задавайте вопросы, а если вопросов нету, то мы будем завершать этот сегодняшний прямой эфир с ответами на ваши комментарии. Завтра выйдет видео про манипуляции. Как распознать манипуляцию и простые советы, как от нее отстраиваться. Это то, что будет завтра. Но сегодня у нас эфир подходит к концу. Большое спасибо, что были с нами. Я в вас верю. Надеюсь, было полезно. Чуть позже, когда эфир обработается, проставим тайм-коды, чтобы вы могли посмотреть его в записи и обращаться к нужной вам информации. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. В следующую среду мы также проведем прямой эфир. До скорых встреч. Пока-пока. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.